Всем привет! Вы заметили? Ресторан, где Тэхён и Чингук ужинали вместе, снова оказался в центре внимания. В своих аккаунтах в социальных сетях руководство ресторана поблагодарило Тэхёна за визит и сообщило, что если они вернутся, то предложат им гораздо более тихое место, где они смогут насладиться ужином без толп. В тот вечер несколько человек узнали их. Некоторые пытались подойти, заговорить и поприветствовать. В конечном итоге это заставило Тэхёна и Чингука уйти немного раньше, чем планировалось. В ресторане пояснили, что в следующий раз они будут более бережно относиться к своей конфиденциальности и позаботиться о том, чтобы им было выделено отдельное место. Это был не просто вежливый комментарий, это было явное подтверждение того, что они вместе и что владелец хочет, чтобы им было комфортно. Более того, был опубликован пост шеф-повара Шалялоса, который ресторан также опубликовал в Instagram. Эта деталь послужила еще одним доказательством для тех, кто все еще сомневался. Некоторые подписчики долгое время утверждали, что это не они. Но с этими подтверждениями сомнений больше не осталось. Тэхён был там, ужинал с Чингуком, непринужденно наслаждаясь временем. Именно здесь становится очевидной разница, которую многие не хотят видеть, когда Тэхён и Чингук выходят куда-то, они делают это одни, без камер, без персонала, без обычного шума, который сопровождает знаменитостей. Их отношения в такие моменты напоминают отношения пары, которая просто хочет провести немного времени в тишине, заказывают еду, болтают, смеются и наслаждаются обществом друг друга. С другой стороны, когда Чингук появляется с любимым человеком, всегда есть камеры, персонал, и атмосфера кажется излишне постановочной, поэтому многие воспринимают это как постановку для публики, фан-сервис, призванный развлечь, но не как подлинный момент. В этом и заключается главное отличие – фан-сервис Тэхёна личный и искренний, в то время как другие кажутся постановками, где все записывается и контролируется. Тот вечер в ресторане прекрасно проиллюстрировал это различие. Тэхён и Чингук решили пойти поужинать вместе, не боясь выставлять себя на показ. Они не собирались привлекать к себе внимание или выставлять себя на показ, они были только вдвоем, делясь своим временем, как и во многих других случаях, когда никто не наблюдал. Хотя им пришлось уйти пораньше, потому что люди их узнавали, важно было то, что они все равно решили быть вместе, укрепляя свою связь в повседневной жизни. Сам ресторан, рассказывая их историю так естественно и с любовью, ясно показывал, что им нечего скрывать, они не боялись признаться, что были там, потому что это было естественно, пара, идущая на ужин, благодарная за место и место, благодарное им. Речь шла не о том, чтобы что-то доказать внешнему миру, речь шла о том, чтобы продолжать строить что-то свое, тихо и искренне. И в этом-то и разница, их отношениям не нужны были камеры или сцена, потому что их чувства были очевидны в мелочах, как и совместный ужин в любом ресторане. В своем последнем прямом эфире Тэхён удивил всех, порекомендовав несколько песен, которые ему нравились в последнее время, одной из них была «Далтик Тхрува Шармы». И хотя для многих это была просто музыкальная рекомендация, на самом деле этот выбор имел гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Тхров Шарма, более известный как Тхров, британо-индийский певец, открыто идентифицирующий себя как гей. Он написал «Double Tick», основываясь на собственном опыте молодого квир-мужчины, размышляя о том, что значит влюбиться в кого-то в подростковом возрасте. Песня стала вирусной в 2021 году благодаря TikTok, миллионы пользователей использовали ее в видеороликах о каминг-ауте и моментах принятия себя. С тех пор она стала своего рода гимном для ЛГБТК+ сообщества. Так что упоминание этой песни Тэхёном было непростым подвигом, он мог бы порекомендовать другую песню, но выбрал ту, которая имеет глубокий смысл для многих. Таким образом, он в очередной раз продемонстрировал свою поддержку ЛГБТК+ сообщества, что для него не в новинку. Он всегда был очень свободным и искренним человеком, Чингук не исключение, их обоих объединяет бесстрашный способ самовыражения, без необходимости скрывать свои чувства и мысли. Интересно, что рекомендации на этом не закончились, сам Тхров отреагировал в социальных сетях. Он опубликовал историю с подписью «Тэхён» и эмодзи в виде красного сердца, он также подписался на него. Этот жест показал, насколько он ценит рекомендацию.
Для артиста с таким влиянием, как Тэхён, необычно делать акцент на квир-песни, и благодаря этому его влияние достигло миллионов людей по всему миру. Конечно, для подписчиков Тэхёна все это не осталось незамеченным, каждая деталь имела значение, и когда Тэхён и Чингук делились подобными вещами, послание звучало еще сильнее. В последние месяцы они казались ближе, более открытыми и не пытались скрыть то, что раньше казалось незначительным. Их отношения казались естественными, общие моменты, рекомендации, простые жесты, которые в совокупности проясняли то, что многие и так чувствовали. Именно это отличается от того, как пытаются интерпретировать другие. То, что делал Тэхён и Чингук, не было постановкой или критикой, а было простыми вещами, отражающими настоящую близость. Совместный ужин, рекомендации музыки, общие жесты, казалось, ничто не было запланировано, скорее, частью их повседневной жизни. И мало-помалу каждое действие Тэхёна подтверждало то, на что многие надеялись, прямых заявлений не требовалось, факты говорили сами за себя. От их более непринужденной публичности до того, как они делились ранее интимными подробностями, все указывало на одно и то же, на подлинные отношения, не требующие чрезмерной демонстрации. То, что произошло на живом выступлении Тэхёна, было не просто музыкальным моментом, это было еще одним доказательством того, что они с Чингуком находились на том этапе, когда открытость и естественность были важнее попыток скрыться. Тем временем фанаты видели, как каждый из этих жестов выстраивал историю, которую становилось все сложнее отрицать. Одной из самых поразительных особенностей отношений Тэхёна и Чингука было то, как они повторяли определенные жесты, когда были вместе. Это были не просто совпадения или случайные поступки, скорее, это были закономерности, которые проявлялись снова, и при ближайшем рассмотрении многое раскрывали об их отношениях. Эти жесты были естественными, словно частью их личного языка, понятного только им. Когда кто-то постоянно ведет себя по отношению к кому-то одинаково, это происходит потому, что они делают это без особых раздумий. В случае Тэхёна и Чингука жесты пары очень четкие, они бесстрашно прикасаются друг к другу, наклоняются ближе или ищут взгляды друг друга, несмотря на подавляющее присутствие вокруг. Интересно, что они никогда не выглядят неловкими или вынужденными, напротив, они создают впечатление, что чувствуют себя безопаснее рядом, как будто им не нужно ни перед кем объясняться. Эта естественность контрастирует с тем, что происходит в других ситуациях. Например, когда Чингук появляется со своим любимым человеком, они почти всегда окружены камерами, персоналом и тщательно подготовленной атмосферой. Из-за этого многие воспринимают это как ловушку, своего рода фан-сервис, призванный развлечь публику. У Тэхёна нет спонтанности, вот почему многие фанаты подчеркивают, что Тэхён – человек искренний и непосредственный, в то время как другие больше похожи на рассчитанное зрелище, где ничто не оставлено на волю случая. Явный пример этого различия произошел в тот вечер, когда Тэхён и Чингук решили вместе пойти поужинать. Они не были окружены камерами и не хотели выставлять себя на показ. Они просто хотели насладиться едой вместе. Этот момент воплощал то, что характеризовало их отношения, подлинность и повседневность. Хотя некоторые люди узнавали их и пытались подойти, они сохраняли чувство дистанции и спокойствия на протяжении всего свидания. В ресторане даже позже прокомментировали, что если они вернутся, им предоставят более уединенное пространство. Это укрепило мысль о том, что это была не постановочная встреча, а скорее интимная договоренность между парой. Помимо самой прогулки, больше всего выделялись их маленькие жесты. На многочисленных видео и презентациях было ясно, как они почти автоматически реагировали друг на друга. Казалось, их тела были синхронизированы. Если один двигался, другой следовал за ним, если один касался, другой отвечал, если один смотрел, другой отвечал ему тем же взглядом. Эту координацию нелегко подделать, она проистекает из привычки и доверия. Самое поразительное, что эти жесты не исчезают даже под прицелом камер или других людей, они сохраняются, не особо заботясь о том, кто за ними наблюдает. В Тэкуке мы видим нечто большее, чем просто внешнее проявление, не просто приятные слова или постановочные сцены, а настоящее взаимодействие, демонстрирующее доверие и вовлеченность. Повторение этих жестов подтверждает, что это не совпадение. Именно так происходит, когда два человека находят общий язык и ведут себя естественно друг с другом.
И именно это разделение между фан-сервисом и реальностью позволяет нам лучше понять динамику Текука.